Всем привет, меня зовут Евгений и вы на канале CheckCoin. В последнее время мне часто стали задавать вопросы, как заработать на листинге токенов на DEX биржах, как анализировать перспективность проектов и самое главное, как избежать потерю своих средств и не попасться на мошенников. Именно об этом мы сегодня с тобой и поговорим. Но перед тем, как мы начнем, обязательно поставь лайк под этим видео и подпишись на канал, чтобы не пропустить дальнейших выпусков. Также обязательно подписывайся на мой телеграм-канал, там я публикую всю самую актуальную информацию в первую очередь. А мы начинаем. Начнем по порядку. Листинг — это размещение токена на бирже. Будем разбирать листинг на DEX бирже PancakeSwap, так как это самое распространенное явление. Большие шансы иксануть и минимальные комиссии, поскольку все токены в сети Binance Smart Chain. Для этого нам понадобится кошелек Trust Wallet или MetaMask. Я рекомендую использовать MetaMask, поскольку его можно установить как расширение для браузера. И кстати, настоятельно рекомендую использовать компьютер при участии в листинге. Во-первых, так тебе будет намного удобней. Во-вторых, интернет-передача данных на телефоне медленнее, чем на компьютере. И в-третьих, используя компьютер и MetaMask, ты сможешь быстрее подтверждать транзакции. А это на листинге очень важно. Во время листинга на PancakeSwap мы можем покупать токены двумя способами. Первый. Непосредственно на DEX бирже Pancake. Если не знаешь, как ей пользоваться, можешь посмотреть инструкцию на моем YouTube канале, перейдя по подсказке в правом верхнем углу или ссылке в описании под видео. Второй способ – это через сервис-площадку PoKoin. Несмотря на ее логотип, это очень удобная площадка. Удобная она тем, что подкреплена к PancakeSwap. Также есть возможность покупать и продавать токены, при этом имеет дополнительный функционал. Например, ты можешь видеть график торгов того токена, который тебя интересует, видеть объемы покупок и продаж, количество холдеров и так далее. В общем, для листинга и мониторинга токенов то, что нужно. Я пользуюсь PoKoin. Давай теперь наглядно посмотрим, что и как делать, чтобы не ошибиться и не терять драгоценное время. Первым делом нужно завести BNB на кошелек, так как за любую транзакцию мы будем платить комиссию именно в BNB. Зачастую она минимальна, от 10 центов до $1, если сеть не перегружена. Далее переходим на PoKoin и подключаем свой кошелек. Для этого необходимо нажать на кнопку Connect и выбрать MetaMask. Наш кошелек подключен. Если нужна инструкция по использованию MetaMask, обязательно напиши об этом в комментарии. При необходимости сделаю. Дальше, чтобы купить токен, нам необходим будет смарт-контракт. Проект, который анонсирует свой токен, может опубликовать смарт-контракт как до листинга, так и после того, как будет залита ликвидность. При этом очень важно, копировать смарт-контракт необходимо только с официального канала самого проекта, поскольку мошенники могут создавать фейковые контракты с таким же названием токена и рассылать его в чатах и личными сообщениями. Помимо того, что вы купите по их контракту не ту монету, так и в дальнейшем вы не сможете ее продать. Поэтому необходимо быть очень внимательным. Также дополнительно, если вы хотите купить какую-то монету, которая якобы уже торгуется, а смарт-контракт вам дали в каком-то чате или в любом другом непроверенном источнике, перед покупкой обязательно убедитесь в том, что торги идут в обе стороны. Есть как и покупки, так и продажи. Увидеть это можно внизу под графиком. Также советую для начала купить токен на маленькую сумму и попробовать его продать. Если все прошло успешно, тогда можете его закупать. Так, немного отвлеклись. Продолжим по теме листинга. К примеру, контракт тебе известен. Вставляем его в поиск и добавляем токен. После чего ждем указанного времени листинга. Разработчики пишут точное время в своем канале. В большинстве случаев торги происходят в паре с USDT, BUSDT и BNB. В какой паре будут происходить торги, также указывают в официальном канале. Тебе нужно заранее подготовиться. После того, как заливается ликвидность и доступны торги, кнопка Trade становится активна. Теперь максимально быстро необходимо купить токен. Не забываем ставить проскальзывание. Я ставлю 99%, чтобы успешно прошла сделка. На момент листинга все желающие одновременно покупают токен, и цена очень быстро летит вверх. Чем быстрее вы сможете купить токен, тем больше сможете заработать. Бывают случаи, что вы будете именно тем самым человеком, который купит по максимальной цене, а далее токен будет только падать. Поэтому участие в листингах имеет большие риски, как и вероятность сделать хорошие иксы. Выделять нужно только ту сумму, которая будет для тебя комфортна. Давай наглядно покажу, как покупать. Когда нажимаешь кнопку Trade, перед тобой всплывает окно покупки. Вверху выставляем проскальзывание. Дальше верхняя строка From.
Тут указываем то количество монет, сколько готовы потратить. Также есть кнопка Max. Нажав на нее, будет выставлен максимальный баланс токенов. Если покупать за BNB, то кнопку Max ни в коем случае не нажимай, так как у тебя не будет чем оплачивать комиссию. Лучше выбрать Boost или USDT. В нижней строке отображается количество токенов, которые хотим купить. Если тебя все устраивает, нажимаешь Swap. Дальше всплывает окно MetaMask для подтверждения покупки и оплаты комиссии. Видим цену комиссии, если нас все устраивает, подтверждаем. Покупка совершена. Далее нам сразу нужно совершить Approve. Это подтверждение. При этом также необходимо заплатить комиссию. Подтверждать нужно каждый токен, если покупаешь его в первый раз. Это единоразовое действие. Дальше наблюдаем за ценой и графиком. Если купил по минималке и видишь, что деньги уже приумножились, а цена продолжает расти, советую забрать сумму, которую проинвестировал, а дальше уже фиксировать прибыль, как тебе будет удобно. Но знай, все происходит в считанные минуты. Ты можешь видеть, как с твоей $1000 на счету появилось 5. А через минуту они же могут превратиться уже в 10 центов. Поэтому договаривайся со своей жадностью. Лучше не дозаработать, чем потерять все. Чтобы продать токен, необходимо нажать на стрелочку между парой и поменять их местами. Далее указываем количество токенов, сколько хотим продать, и нажимаем Swap. Опять же, подтверждаем транзакцию в MetaMask, оплачивая комиссию. В большинстве случаев максимальная цена токена устанавливается в первые минуты листинга, после чего начинает падать. Это мои наблюдения, возьми себе на заметку. С листингом, думаю, все понятно. Так вот, на просторах интернета очень большое количество криптопроектов со своими токенами, которые выпускаются чуть ли не ежедневно. При этом качественных из них буквально считанные проценты. Так как все-таки выбрать тот самый проект, который даст нам заработать, а какой оставит нас ни с чем? Если проект действительно хороший, то о нем много говорят. И большое количество людей ждет листинг токена. Также такие проекты проводят IDO. Это сбор средств для создания его ликвидности. То есть проект выдвигает определенные условия, выполнив которые ты становишься участником IDO. И у тебя появляется возможность купить токен до листинга по его минимальной цене. Если тебе это интересно, обязательно пиши об этом в комментариях. Я запишу разбор, что такое IDO, как туда попасть, как найти топовые проекты и анонсы их IDO. Если ты увидел где-то анонс листинга одного из проектов, например в каком-то телеграм-канале, и решил принять в нем участие, в первую очередь посети их официальный сайт. Прочти дорожную карту, изучи их цели и функциональность токена. Если по всем критериям проект тебе нравится, он пользуется популярностью среди людей и вокруг него большой ажиотаж, то в такой проект можно залетать и пробовать сделать хорошие иксы. В своем телеграм-канале я также публикую листинги топ-проектов. Поэтому обязательно подписывайся, чтобы быть в курсе. Все ссылки находятся в описании под видео. До новых встреч!